люди и выглядят нездоровыми везде. Я русская, и мне в ответ, знаете что? Человечность здесь жива. Много, конечно, плюсов в Сербии, и иногда даже слишком. Особенности. Ну, в Турции, кстати, тоже, как и в России, люди любят. Вот. Страна, у которой искорняются духовные ценности. Да, это улица Князь Михайлова, такая самая историческая и красивая. Местный Арбат такой. В принципе, увидеть, значит, все разнообразие людей там и единственных, наверное, экспатов во всей стране можно только здесь. Вообще много, конечно, плюсов в Сербии. Как один из них, да, отсутствие иммигрантов. То есть, если вы их видите, то это только здесь, на самой популярной улице города. Ну, в принципе, и все. А в маленьких местах так их вообще нет. Это, конечно, большой плюс. То есть нет беженцев и все такое. Чек bunları. Мультиинструменталист классно играет, молодец, старается. Да, сербы, конечно, крутой народ, они такие стойкие, южные славяне, то есть действительно нашей крови, только намного мягче, открытие и такие открытые к общению люди в принципе. Здесь вообще, в принципе, когда с людьми в какой-то контакт входишь, всегда есть приятное послевкусие, потому что люди искренние, в принципе. Ну, что бы ни произошло, они стараются быть честными в большинстве случаев, что очень приятно. Реально, про Сербию можно сказать, что вот человечность здесь жива, причем жива и процветает. Это еще можно понять по отношению к детям и к животным. Например, когда ты в автобусе, тебе всегда сразу толпа встанет тебе уступить место, если ты с ребеночком. Или подростки будут тебе помогать, там, нести коляску, что-нибудь такое. Тебе даже не надо об этом просить. То есть это моментально происходит в тот момент, когда ты входишь в автобус. Salaray sallıyor bize. И к этой южной ментальности, к этому южному менталитету добавляется какая-то, для меня, если честно, необычная европейская вот эта особенность соблюдать правила. То есть это даже для меня, как человека, выросшего в России, это необычно и иногда даже слишком. И в дорожном движении тоже это очень видно, то есть все будут сигналить, если ты поехал по полосе, которая поворачивает, а ты не поворачиваешь и так далее. Ну, ничего плохого, в принципе, для социальной жизни в этом нет. Они любят, да? Конечно, многое в Сербии мне почему-то напоминает какие-то старые времена в России, да? Ну, какие-то ближайшие десятилетия. Очень многое здесь напоминает эту атмосферу. Что еще хотелось сказать? Какие восхитительные здания, удивительно красивые исторические здания. Bu çok iyi gözüküyor. Как люди, уважающие правила, очень хорошо
что сербы никогда не опаздывают. Если они, ну, да, мы назначили встречу, и ты опоздал на 5 минут, они такие, что-то случилось, может быть, тебе нужна помощь, может, ты не нашел, как добраться или что. Это очень классно. То есть для нас, для русских людей, это что-то привычное, это хорошо. То есть хорошо, когда люди уважают друг друга, в принципе. Здесь, в центральной части города, столько книжных магазинов на каждом углу. Посмотри, вот, везде старые книжные магазины. Класс. Здесь все как будто бы застыло в прошлом. И в плане ценностей у людей тоже все застыло. Более ориентировано все на любовь, на дружество какое-то, на семейные ценности. Все больше молодых людей здесь создают семьи, рожают детей. Это я знаю от своей подруги, которой 21 год, она сербка. Много молодых людей ходят в церковь, для них это очень важно. Если для нас церковь ассоциируется в основном с бабушками, да, которые там сами по себе ходят туда, то здесь это, ну, такой тренд на уровне страны вообще. То есть духовные ценности есть у людей напрямую. Это очень классно, это очень важно. Страна, у которой искорняются духовные ценности, она потом очень деградирует и вымирает постепенно. Вот интересно еще, что как у нас, например, да, как у нас есть культура, мы любим на природу выезжать, да, когда есть свободное время у людей. Здесь люди будут собираться вот в таких кафанах, то есть в таких кафешках, где можно заказать и кофе, и алкоголь, и вот сидеть, и просто сидеть и общаться. Это самое любимое такое пустое времяпрепровождение, да, можно так сказать, из пустых таких у местного населения. В то время как у нас, например, я помню, да, и у молодых, и у взрослых людей есть привычка поехать на пикники, там куда-то поехать, что-то пожарить, мангал какой-то там, или у молодых вообще поехать там на природу гулять, там на 3 дня, на гору какую-то. Здесь, к сожалению, это вообще не распространено. Ну, у всех народов свои какие-то, да, есть особенности. Но вот в Турции, кстати, тоже, как и в России, люди любят ездить на природу, выезжать с семьей, с детишками. Вот это с ними. В сезон везде полно ягод, такое разнообразие. Даже вот в центре города просто человек прилавок свой открыл, продает. А, к сожалению, в целом люди и выглядят нездоровыми. Ну, это мое личное мнение, но когда видишь, что люди покупают, что они несут в руках, что они заказывают, что они выбирают, да, вот в этом мире всей продукции, всего, видно, что вот это потребление, да, как и везде, к сожалению, по всему миру, да, как и у нас, во всех вообще наших странах СНГ, да, вот это замещение полезных калорий, продуктов углеводами там простыми, то есть хлебным, мучным, сахаром. Здесь это точно так же. Всякие сладкие напитки, сахар, все такое. То есть пока еще вот этот тренд к здоровому образу жизни, к здоровому питанию очень низкий. И где бы вы ни были, знаете, кафе, там, ресторан, люди курят в салонах до сих пор. Вот как было, да, у нас сколько лет назад, 30 лет назад, там, я не помню уже когда, здесь все так. То есть можно, везде есть, конечно, не курящий зал, но тем не менее они будут там какие-то закрытые, какие-то, ну, в общем, самые лучшие места во всех ресторанах заняты людьми курящими, и все везде курят. Ну, и курить тут, когда рядом ребенок, для них это в основном нормально. К сожалению, так. Да, русский царь. Yakından çekin.
Да, есть такой неповторимый дух Белграда, совмещая старое с новым он проявляется. Да, да. Аккордеон «Душа Балкан», да? Важно, конечно, сказать про вкусовые привычки этого народа, потому что здесь все дело в мясе, реально. Люди едят мясо, можно сказать, каждый день. Оно здесь стоит очень такие приемлемые деньги. Про цены я запишу вообще отдельный влог, то есть я там расскажу и за бензин, и продукты, в общем, все, что может вас интересовать. Если есть какие-то особенные вопросы по поводу, чтобы осветить о ценах, можете написать в комментарии. И здесь люди едят мясо, и едят его большими порциями. И классно, что когда ты покупаешь его где-то у мясника, чтобы это ни было или свежее мясо, или котлеты, чевапи, что-то такое, большие котлеты, плесковицы местные, можно сразу заказать бесплатно, чтобы тебе это все пожарили прям там же. И они великолепно, прям вот лучше, чем ты бы дома их пожарил или запек, они тебе готовят это мясо бесплатно, потому что это уже входит в стоимость цены. В общем, это мега удобно. Ну, для меня точно. Я не очень люблю возиться с мясом дома, но муж любит его есть каждый день. Когда мы занимаемся спортом, это важно. То есть этот протеин получается организму. Уже видится отель «Москва», старинный отель. И то, и то. Это что еще? Да, все, что связано с Россией, слава богу, пока еще в Сербии ценится как что-то хорошее, прекрасное, братья, сила и все такое. Я надеюсь, и наши соотечественники и дальше будут себя приемлемо, прилично вести с местными и дружить, и Şimdi cebime koysam. Odlukom Privremene skupštine naroda dostojnog Srbije garantuje se zaposlenje u državi prema stepenu i vrsti obrazovanja. Tekrar etmeseydim. там дур-дур Odlukom будет. Privremene skupštine naroda Конечно, отношение сербов и вообще людей на Балканах в основном к русским очень хорошее и доброжелательное. Это очень приятно. И я надеюсь, что эти надежды на нас не будут разбиты поведением людей, потому что все равно много есть, вот знаете, как обычный наш вот этот северный славянский, восточнославянский менталитет, вот эта закрытость, да, есть к незнакомым людям. Я надеюсь, что наши соотечественники, которые переезжают сюда, будут превосходить все свои внутренние комплексы, то есть общение с людьми, да, выход на контакт, помощь незнакомым, улыбки незнакомым, в транспорте, в городе, неважно где. И таким образом будут учиться у сербов и будут развивать вот эту социальный интеллект в себе. И тогда все надежды, да, сербов на нас будут встречены. И я очень на это искренне надеюсь. Смотрите, куда мы подошли. Это такое культовое место, где молодежь встречается, где, значит, вот это культовое место первых поцелуев, первых свиданий, там, встретимся под всадником и все такое. То есть это такое очень классическое, белградское. Да, в общем, друзья, берегите отношения сербов к нам, этих добрых людей, готовых всегда прийти на помощь. Это так приятно, что есть такие люди на земле, да, которые считают нас своими братьями за какие-то победы из прошлого, за то, что
русские когда-то помогли сербам, они до сих пор это помнят и говорят, что это в нашей крови. Они действительно так считают. Театр. Я люблю театр. Здесь люди говорят, как мне, чувствуется на нашем старом, уже давно забытом нами языке. И когда ты начинаешь его учить, ты как будто бы погружаешься в культуру, нашу древнюю культуру, в эту грамматику нашего старого языка. Да, наш язык был немного другой, но тем не менее те все корни, это все нам знакомо. И это меня очень вдохновляет, в принципе, всегда здесь. Я люблю этот язык, и если вы в него погрузитесь, вы тоже его искренне полюбите, потому что он чистый. Пока еще, не знаю, надеюсь, он и будет чистый от всяких современных загрязнений. Тартар я люблю. А здесь университеты старинные еще. Факультет философии, по-моему, здесь. Еще очень особенная моя любимая тема о жизни здесь – это язык. Потому что язык – это наш старый язык. Да, это что-то чуть-чуть другое. Это уже современный сербский язык. Но в основе своей грамматика немножко разная. Но ее можно освоить просто в минуты. Она действительно очень нам понятна. После того, как детально в ней разберешься, все становится очень понятно. И очень чистый, еще свободный от современных каких-то загрязнений, очень чистый язык. Парк возле университетов. Gençler. Молодые, да. Много молодежи. Белград живет. Когда нас спрашивают, откуда вы, и я такая сразу говорю, я русская, и мне в ответ, знаете что? А это не важно, ты наша. Вот так люди отвечают. Да, друзья, если вы хотите чувствовать себя и как дома, и чувствовать себя в новой стране иностранцем, то вам сюда. Добро пожаловать, и я надеюсь, что вам будет хорошо в Сербии.